Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем наши встречи, наши занятия. И сегодняшнее занятие посвящено управлению собой или власти над собой. Это следующая, одна из ключевых задач, которую нужно решить на пути развития, совершенства, достижения успеха и счастья. По данной теме у нас многие вопросы, которые не рассматриваются другими, но вот данную тему, механизмы, как они работают, я, в принципе, не встречал в других источниках. Хотя сами свойства, о чем идет речь, они есть практически у каждого. Вот одно из выступлений, основатель Билайн, да, это Big Money, интервью у него берут, да, ведущий, называют его там чемпион чемпионом. Да, это единицы людей, которые смогли построить компании более чем на 10 миллиардов долларов, он их построил 4. И рассказывает там много интересного, но одно из них самообладание, да, спокойствие. Я всегда засыпаю за 15 секунд, неважно, на сколько там миллиардов долларов у меня сделка. Да, всегда спокойствие, всегда невозмутимость, а нервные люди, они очень быстро сгорают. Они не выдерживают, они не могут долго и эффективно работать. Да, поэтому управление собой – один из суперважных инструментов достижения успеха. Если говорить по-другому, представьте, один человек работает стабильно, у него нет перепадов настроения, нет срывов каких-либо нервных, у него не бывает уныния, он не расстраивается, не переживает, не страдает, стабильно, ровно, четко, вперед, к цели, не останавливаясь. Да? Человек эмоционально неустойчивый. Как живет он? Произошло какое-то неприятное событие. Я утрирую немного. Полдня он в предистеричном состоянии, саморазрушается. Потом пьет какие-то лекарства или чай, кофе там, или еще что-то, восстанавливается. Он огромную часть жизни, нервный человек, не эмоционально не сдержанный человек. На что он тратит огромную часть жизни? На то, чтобы разрушаться, потом восстанавливаться. За это время срывать сделки, срывать рабочие планы. На пути к успеху и к счастью откатываться назад. И таких людей большинство. Да, поэтому глобальная задача, которую нужно поставить, это сформировать именно эмоциональную устойчивость. И в идеале, чтобы на максимально высокой ноте, на максимальной мотивации, на максимальном заряде идти вперед, не останавливаясь, без усталости, да, и без срывов. Да, это цель. Надеюсь, понятная. И дальше в нескольких словах, от чего это зависит, каким образом это достигается. Да, причем мы рассмотрим 3 уровня управления: подсознательный, осознанный, сверхсознательный. И в первом приближении, на чем они держатся. И, разумеется, чтобы решить эти задачи, нужно пройти достаточный объем подготовки. Да, это эволюция человека. Да, это огромные ступени на пути развития, переход от одного уровня управления к другому. Подсознательное управление. Практически все люди через это проходят. Каким образом? Только родился, глаза открыл, кроме папы, мамы, никого не видишь, и все копируешь. В течение многих лет копируешь. То, что они запретили, больше в эту сторону не смотришь. Что разрешили, да, можно изучать, можно себя таким-то образом проявлять. И они научили человека, чему радоваться и где и как страдать. Так как большинство людей унылые, 97% не дружат с целями, не дружат с успехом, а 80% по статистике, как говорит наука, это уныние, депрессия, да, глобальная проблема для общества. Вот люди вот так вот живут, включая, что там половина уходит в пороки, плюс-минус. Да вот человек это скопировал. Он не обучался управлению собой, он сформировал определенные привычки, сформировал также определенное число проблем, и это режим подсознательного управления. То есть ребенок, он себя как-то ведет в жизни, у него нет цели, критичности, расчета, самообладания, самоосознания, у него ничего этого нет. У него есть сформированные реакции. И большинство людей с точки зрения управления собой, они остаются детьми, у них есть привычные сформированные реакции. Большинство людей вообще не анализируют, это хорошо или плохо, это приносит тебе
благо или вред. У них нет цели перестраивать себя, свои привычки, свой образ жизни к лучшему. Ими управляет подсознание. Да, фактически, это человек без головы. Голова появляется когда? В том смысле, что она работает на полную мощность. Есть цели, и интеллект начинает вращаться когда? Когда ты рассчитываешь движение к этим целям. Появилась цель, появился маршрут, да, осознанное управление, цель, маршрут. Дальше человек все делит на две колоночки. Одно, то, что мешает идти к целям, с точки зрения убеждений, качеств, эмоций, там, неважно, имиджа, всего остального. И что ведет к достижению этих целей? Одно устраняет, второе формирует. У большинства людей эта вот схема отсутствует. Есть какие-то начальные представления, что такое правильно, неправильно. Но большинство людей, они эмоциональны. Ими управляют проблемы, привычки, стереотипы, желания. Человек делает не то, что приведет к цели, а то, что он привык или хочется, и не делает то, что не хочется. Да? Предположим, тот же самый пример о спорте. Кто знает, что спорт полезен? Все. Кто занимается спортом регулярно? Единицы. Все знают, что полезно. Занимаются единицы. Да? И это касается любых практически полезных вещей. Да? Там, позитивное мышление, предположим, быть этичным, следить за собой. Да? Все знают. Далеко не все это реализуют. Подсознательное управление целей, критичности нет, четкой модели, что ты от себя хочешь и что ты устраняешь, нет. Да? Эмоциональное поведение. Хочу, не хочу. Кто достигает успеха? Тот человек, который делает не то, что ему хочется, а то, что нужно. Он определяет, что ему нужно для достижения классных результатов, и уже под эту цель формирует свои стремления, желания, привычки и навыки. Перестраивает себя. Люби то, за что ты взялся. Он решает эту задачу. И убрать все, что мешает. Осознанное управление, второй уровень управления, это что? У человека начинает работать разум и воля. Разум и воля. Для этого человека обстоятельства неизменяемые, взаимоотношения с людьми, там, зависимости неизменяемые, проблемы неустраняемые. Слабый человек, не способный выйти из колеи. Даже предположение, что это возможно, не существует, потому что все остальное, успех, счастье, там, упорная тренировка, это из мира сказок, из кино, для небожителей. Он обычный человек, его судьба — это колея, рядом такие же. И он из нее даже в своих мыслях, в своих мечтах выйти, как правило, не может. Второй уровень управления — это осознанное управление. Человек проходит определенную подготовку, или осознанно, то ли, может, ему с родителями повезло, или родился такой классный, да, но кто-то и сам выходит на управление собой. Но в большинстве случаев человеку нужно тренироваться, получать необходимые знания и тренироваться. Что такое осознанное управление? То, что мы в двух словах рассмотрели. Понятно, какая нужна цель, понятно, что ей мешает, понятно, что для нее необходимо. У человека работает инструмент преобразования себя, и все, что ему мешает, лень, страх, глупость, и на их основе множество других слабостей и пороков, да? Он убирает все, что ему необходимо: сила, энергия, уверенность в себе, бесстрашность, там, справедливость, честность, твердый взгляд, обаяние, влияние. Он это целенаправленно нарабатывает. Да? И когда он идет по жизни, если поднимается проблема, предположим, страх, я сжигаю страх, страх в будку, все, залез, сиди, не рыпайся. Да? Извините. Все, он управляет собой. Он приказывает, и его тренированное подсознание выполняет его приказы. А проблема погасить? Так, что-то мне радости не хватает. У меня встреча, или свидание. Так, радость, я вызываю радость, блеск в глазах, улыбка, осанка, сердце сильнее, все. Да, хорошо. Вошел в нужную роль, в нужное состояние. Здравствуйте. Как я рад вас видеть. Да, вот человек, который управляет собой, способен идти к цели, не теряя время. Да? Не теряя время на эмоциональные всевозможные провалы, не теряя время на перестройку. Вот сколько нужно, чтобы переключиться из одного процесса в другой. Если есть осознанное управление, очень быстро. Если нет, ой, как не хочется выходить, да, из одного состояния и браться за другое дело. Не помню, у кого из режиссеров, это один из тренингов, так, артисты в перерыв там отдыхают, расслабляются.
вошли в азарт, там, в карты, предположим, играет. Вот теперь все, 30 секунд сбор, переключись максимально быстро, неважно, в каком состоянии, в каком азарте ты находишься. Если у тебя есть способность быстро переключаться, да, ты молодец, ты собой управляешь. А если ты не можешь оторваться, вот, ты всегда будешь разрываться. Есть один процесс, из которого нужно выйти, но не хочется, второй, который нужно войти, но тоже не готов войти. И ты теряешь время, разрываешься, создаешь проблемы себе и другим людям. Поэтому осознанное управление. Есть разум, он принимает правильные решения. Все, что мешает, убрать, все, что нужно формировать в себе и воплощать в своей жизни. И воля, да, способ, как приказать и вызвать нужный результат, да, вызвать необходимые изменения, вызвать необходимые проявления, там, состояния души. Вот человек собой правит. Да, это все, это следующий уровень возможностей, силы власти над собой, и следующий уровень возможностей, какую высоту ты способен покорить. Да, у человека есть воля, разум, классно, пошел. Третий уровень управления, кроме воли и разума, подключается еще более мощная сила дополнительно. Да, это вера, воодушевление, чувство, восторг, да, убеждение человека, идеалы человека. То есть здесь, с точки зрения разума, все правильно. Да, вот это делаю, это не делаю, потому что, да, вычисляет. На уровне сверхсознательного управления у человека появляется вот такой навык. Он тонко чувствует, что происходит в его душе. Да, ну, все влюблялись, надеюсь, все помнят, что это за состояние. Кто-то там осваивал, что такое медитация. Все знают, что такое классное состояние. Он тонко ощущает себя, и когда он принимает решение, да, принимает решение своим разумом, но он представляет, да, что это за решение, моделирует, и он слушает. Вот это решение, оно как, включает максимум энергии, максимум огня в груди, или как-то там очень сухо и неприятно. Да, правильно, но как-то вот со скрипом на зубах. Вот когда человек обучается слушать себя и принимать решения такие, которые, каждое решение, максимум энергии, да, в сердце, да, в центре груди, каждое решение, максимум энергии вот в целом по сознанию, по телу. Да, вот. Есть же воодушевление, когда огромные мурашки там по телу бегают, там сила переполняет, грудная клетка разворачивается, ну, глаза сияют. Он ищет вот решение, кроме решений, форма, как, с какими интонациями, с какими проявлениями, как это реализовать. Суть и форма. Он ищет ответ на эти вопросы, слушая внимательно, как реагирует его сознание. И он находит такую форму, такие решения, которые дадут максимум. Максимум энергии, максимум чувств, максимум силы, веры и всего хорошего. И принимает решения уже на основе вот этого. Правильно с точки зрения разума, ну и плюс правильно с точки зрения энергии, внутренней силы, которая пробуждается. И этот человек находится еще на более высоком, на следующем уровне своих возможностей. Если сравнивать с успешными людьми, это люди, которые бесконечно влюблены в свой процесс. Да, их ведет вот это вот ощущение, это чувство, они им дорожат, они его развивают, в отличие от людей, которые убивают свои чувства, чтобы пойти заработать на чуть-чуть больше, скрипя зубами за нелюбимое там, или проклинаемое дело. И идут, разрушаются за недорого. Да, человек, который понимает, что основное условие успеха – это твоя внутренняя сила, да, и основной источник энергии – это твое пламенное сердце. Человек, который это понимает, он это культивирует, он это ценит и учится принимать решения, находить такую форму, которая даст ему максимально сильное состояние. Вот этот человек с максимальной скоростью идет к максимальному счастью и максимальной силе во всех ее проявлениях. Да? В данном случае, да, первый этап. Решение принимает подсознание, в большинстве случаев печально принимает решение. Следующий уровень силы. Все, человек пошел к успеху. Разум, воля правит, подсознанию приказывают, подсознание говорит «есть». Следующий уровень. Разум и воля правят, но они слушают, что говорит, да, сердце, слушают свое сердце, и то, что правильно по сути, плюс оно дает максимально возможную энергию. Тогда человек летит по жизни на крыльях. Да, это 3 основных уровня управления. Да, огромная задача, которую нужно решить для успеха и для счастья. Как правило, прежде чем перейти ко 2-му уровню,
управления, нужно решить очень много там других подготовительных задач. Ну, предположим, одна из таких больших, глобальных, это выбивающие проблемы. Есть ситуация, человек плачет, или есть ситуация, ему страшно, он не может что-то делать. Пока вот эти выбивающие проблемы не будут устранены, он не может выйти на управление собой в жизни. Где-то он будет плакать, где-то он будет бояться, где-то он будет лениться. Да? Когда выбивающие проблемы устранены, тогда можно в полной мере уже осваивать осознанное управление, дальше и сверхсознательное управление. Одна из основных ценностей вот данной темы, хотелось бы, чтобы она была понята. Если человек понял, в чем суть, да, то тогда для него понимание доступно. Счастье в твоих руках. Счастье — это то, что ты с собой сделал. Если ты научился давать правильные команды, устранять боль и включать радость, счастье зависит от твоего выбора и от твоей воли. Да, и все успешные тренеры, они говорят о чем? Будь счастлив сейчас, не тогда, когда свершится чудо, или тебе там сделают подарочек, там, достигнешь чего-то. Счастье — это выбор. То ли включать свое сознание на максимальную радость, то ли на страдание. Это выбор зависит от человека. Вот человек, который находится на первом уровне управления, для него это вообще непонятно о чем. Это нереально. Почему? Потому что он не воспринимает себя, он не ощущает себя, он не понимает, что там происходит, как этим управлять. Он не управляет. Он выполняет в основном там, физическую работу или какую-то другую работу. Здесь человек уже, по крайней мере, ощущает себя, он понимает, что такое боль, ее нужно устранять, он понимает, что такое радость, ее нужно вызывать. Да, если человек понял, о чем речь, ключи от счастья и от силы, и от чувств находятся в твоих руках. Это твой выбор и тренировка, ничего более. Обстоятельства, они или помогают, или мешают, но они не предопределяют. Для слабого обстоятельства предопределяют. Для сильного мешают, помогают, но самое главное — твой выбор, какие команды ты даешь своему сознанию. Насколько оно тренировано, слушая твои команды и выполнять, насколько оно способно сиять, насколько оно способно производить энергию, быть сильным. Да, тренировка и твой выбор здесь и сейчас. Что ты от себя хочешь? Ты говоришь, я хочу то-то, подсознание отвечает, есть. Это цель, к которой нужно прийти. Если вам это важно, интересно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, подключайтесь к обучению онлайн-оффлайн, пишите вопросы. Ну и шикарного вам состояния, счастья, силы, совершенства, успехов. Всего доброго, до встречи.